Наше сегодняшнее мероприятие приурочено к Международному дню гор, который традиционно отмечается 11 декабря. И, естественно, сегодня мы будем говорить о горах, о том, какую роль в нашей жизни, сегодняшней жизни играют горы, которые уже для многих стали излюбленным местом активного отдыха. Альпинизм, горные лыжи, горный туризм. Но горы с их уникальной, удивительной природой таят в себе большие опасности. И в первую очередь опасности для людей, неподготовленных, неискушенных. О том, что нужно знать, отправляясь в горы, как сохранить уникальную природу гор, о туризме, экологии, о том, как должен вести себя человек в горах, мы будем говорить сегодня с нашими гостями. Если говорить о альпинизме, то в основном люди ездят туда в июле-августе, то есть в теплое время, когда количество осадков минимальное, и то есть погода практически не препятствует или препятствует по минимуму для восхождений, для активного отдыха. Если же говорить о горных лыжах, например, или о сноубордах, то это, конечно, зимнее время, но из-за количества большого осадков, снега, это довольно-таки опасное мероприятие в местах неподготовленных, то есть при катании на неподготовленных трассах. Так называемый фрирайд, что у нас любят многие заниматься. Но если сравнить с Кавказом другие регионы России, то в основном люди еще ездят в Хибины, находится на Кольском полуострове. Это небольшие горы высотой до 1 километра. Зимой, то есть поскольку это условия крайнего севера, они довольно-таки суровы. В то же время, если брать, например, такой регион, как Урал, в плане альпинизма он достаточно прост, поскольку там в основном первая, вторая, третья категория сложности, то есть для начинающих он хорошо подходит. В то же время ближе всего, наверное, к Кавказу это Саянские горы, как по высоте, так и по климату, хотя там более континентальный климат. Насколько все-таки опасны Кавказские горы? Прежде всего они опасны чем? В принципе, всем известно и везде много говорится о том, что сейчас идет глобальное потепление климата, и в этой связи многие маршруты, например, которые были популярны в 60-х, 70-х годах, то есть в советское время, они сейчас из-за потепления климата, из-за того, что ледники стали отступать, просто представляют опасность, потому что идут большие обвалы. Потом, опять-таки, зима становится более теплой, если речь идет о восхождениях в зимнее время, либо о катаниях на лыж вне трасс. То есть много снега очень. Это лавиноопасно. То есть получается, что каждый, кто идет в горы, в частности в Кавказские горы, о которых мы говорим, то есть должен знать некие правила поведения в горах. Что бы вы порекомендовали тем людям, которые сейчас, в преддверии новогодних каникул, новогодних праздников, наверняка отправятся на Кавказ, покорять горные вершины, либо на лыжах, либо, как вы уже сказали, что существует такой экстремальный зимний альпинизм? Пожалуйста. Знаете, наверное, стоит разграничить сразу эти две категории, альпинизм и горные лыжи. Поскольку горные лыжи и сноубординг – это более такое массовое мероприятие, оно может быть менее требовательное к физической какой-то специальной подготовке, но в то же время это и беда всех, поскольку люди просто недооценивают опасность. Около половины территории Азербайджана занята горами, и горный туризм – это уже давно визитная карточка Азербайджана. Об особенностях отдыха в горах, о том, как жители Азербайджана ухаживают, ценят, любят свои горы. Давайте послушаем нашего эксперта в Баку. Для Азербайджана это вопрос очень интересный, так как Азербайджан окаймлен с севера, юго-запада и с юга горными системами, с севера Большим Кавказом, юго-западе
Малый Кавказ и на юге, на границе с Ираном, Талышская горная система. То есть в Азербайджане тоже несколько, значит, географическое расположение, она оконтурена со всех сторон горными системами. Определенная часть населения, примерно 20%, проживает в горных, предгорных районах. Естественно, горы требуют соответствующего отношения к ресурсам гор, так как горы очень уязвимая, хрупкая горная система. При нерачительном отношении к горным ресурсам, естественно, это может привести к нежелательным экологическим последствиям. В частности, вот сейчас речь шла об развитии горного туризма. В Азербайджане, вы знаете, сейчас идет завершение строительства крупнейшего туристического центра на склонах Большого Кавказа в Кусарском районе, Шахдарский туристический, значит, комплекс. На Кавказе такого аналога сейчас пока нету. Туда со стороны государства вложено уже около $2 миллиардов. Значит, с привлечением иностранных специалистов строится очень интересный, славный, значит, маршрут очень. Я думаю, что она будет привлекательна не только для жителей и граждан Азербайджана, но и всего Кавказского региона. И для Азербайджана имеется вот разнообразие природно-климатических условий горных районов, дает возможность развитию горного туризма как летний, так и зимний период. Традиционно у нас горный туризм развивался в основном в летний период, сейчас тоже это доминирует. У нас основные центры отдыха, туристические центры расположены в основном в прибрежных районах Абширона, Кубахачмасской зоны, Ленкоран-Старинской и, конечно, в горных районах. Горные районы Азербайджана, как я уже отметил, разнообразны. Большой Кавказ отличается от Малого Кавказа. Значит, Нахчеванская автономная республика, окаймлен северо-востока Зангезурским горным системой, тоже создает возможность развития, хотя Нахчевань находится в состоянии блокады, но там развивается горный туризм, туда приезжают не только отдыхать не только местные жители, но и жители из Ирана, с Турции, с сопредельных районов этих государств. Азербайджан старается использовать все благоприятные возможности горных районов, и, конечно, при этом акцент делается на соблюдение экологических норм. Как я уже отметил, необоснованное, нерачительное отношение к горным ресурсам может привести к эрозии почвы, к оползням, и поэтому любое строительство предусматривает обязательное предварительное проведение экологической экспертизы. Эти вопросы у нас соблюдаются. Межгосударственное сотрудничество по сохранению Кавказских гор. Существуют ли какие-то экологические программы? Вы могли бы нам что-нибудь об этом рассказать? Уже несколько лет существует такой центр, который функционирует при финансовой и институциональной поддержке Европейского Союза, называется РЕЦ-Кавказ. Туда входят, значит, представители официальных министерств экологии, представители науки и неправительственной организации. Центр его находится в Тбилиси, и ежегодно 2 раза Совет представителей собирается и разрабатывает совместные программы в рамках, значит, сотрудничества Азербайджана, Грузии и Армении. Я сам тоже являюсь членом этого совета, и вот на днях 14 декабря будет очередное совещание в Тбилиси. Мы рассматриваем совместные программы по использованию, значит, по охране
трансграничных рек, и я там несколько лет уже пытаюсь выдвигать этот проект по освоению, рациональному использованию ресурсов гор в районе стыка 3 государств, в частности Азербайджана, Грузии и России на границе Белоканского района, значит, северо-запада, Лагодекского Грузии и Дагестанского, значит, Дагестанского административного района. И мы хотели вот совместный проект делать. И из России тоже, насколько я помню, из Кабардино-Балкарии тоже были желающие участвовать, но что-то не смогли пока этот проект делать. Я думаю, что вот для Азербайджана, Грузии тоже можно такие проекты, в частности по горным районам, делать. Для Азербайджана и России водораздел Большого Кавказского хребта является как бы границей, соединяющей и разъединяющей наши страны. Но там проходит по горным склонам, и граница проходит, вы знаете, по реке Самур. Для Азербайджана очень важно, насколько рационально используются ресурсы этой реки и как, значит, я знаю, что я в Махачкале был несколько лет назад, пару лет тому назад, и там обсуждали проект о создании водохранилища в верховье Самура. То есть это, естественно, затрагивает интересы Азербайджана, насколько водные ресурсы будут правильно распределены, потому что есть межгосударственные соглашения по использованию вод трансграничных рек. И я думаю, что вот в этой области по сохранению ресурсов, водных ресурсов и рациональному использованию и правильному распределению между государствами, я думаю, можно такие совместные проекты делать по верховьям Самура, приграничных районах вот, Дагестана, Азербайджана. Тем более это для Азербайджана и для Дагестана очень важно, потому что, вы знаете, в Дагестане непростая ситуация, и вот вовлечение дагестанских ученых, местных сообществ, неправительственных организаций в такие совместные проекты будут содействовать улучшению обстановки в целом, и как в Дагестане, в приграничных районах, так и, значит, рациональным использованием природных ресурсов. Потому что, не будем скрывать, в горных районах, я сам горец из горных районов, и летом выезжаю, вот, в частности, в Кахский район, в Шикинский район, и поднимаюсь в горы, и очень часто вот, в приграничных районах я слышу стрельбу, охоту, то есть ведется такое неконтролируемая охота с обоих сторон, скажу, и поэтому очень важно, конечно, и соблюдение вот этих, значит, экологических норм каких-то, чтобы обезопасить фауну горных районов. Поэтому я думаю, вот для Азербайджана и России по приграничным районам мониторинг фауны очень важна и с точки зрения развития, значит, туризма, и с точки зрения предотвращения браконьерства. Я думаю, вот по приграничным районам было бы очень интересно, по горным районам между Азербайджаном и Россией какие-то общие проекты делать, особенно экологического характера. Я думаю, если российская сторона будет заинтересована, можно и вот на уровне местных общин, неправительственных организаций, представителей науки, можно такие проекты выдвигать, и если будет взаимная заинтересованность, она будет реализована, и от этого выиграет как Дагестан, как часть России, так и Азербайджан.